Прошу. Thank you, Your Excellency. I am Sujan Chinoy, a former Indian ambassador to Japan and currently the Director General of India's largest think tank in the defense and security space. Thank you very much for your remarks. I've observed you since you came to the UN Security Council, replacing Ambassador Vorontsov in the end of 1992. I happened to be there as part of India's non-permanent team there. I have a broad question for you, given your vast diplomatic experience. When you refer to a multipolar world now in an increasingly fractured scenario, what are the attributes required for a pole? Will it be GDP? Will it be GDP growth? Will it be military power? Will it be possession of nuclear weapons? Will it be the ability of a country to point the world in a new moral direction in terms of a values-based structure? Or will it be monopolistic possession of 5G or technologies, or for that matter, energy? Or lastly, will it be a regional consensus on a country's foreign policy or profile? Which of these attributes do you think will give countries around the world a chance to emerge as poles in what is obviously an increasingly fractured world? Thank you very much, sir. Среди признаков принадлежности к полюсу многополярного мира, которые вы так широко обозначили, вы не упомянули обладание ядерным оружием, и это хорошо. Наверное, здесь нельзя написать один рецепт и сказать: вот для того, чтобы вам вступить в ту или иную политическую партию, вы должны соответствовать таким критериям и шагу в сторону. Я не думаю, что это будет так. Наверное, очевидная вещь, когда страна становится лидером в своем регионе, через это на глобальной арене, и показатели лидерства, они очевидны. Индия, как я понимаю, сейчас одна из ведущих стран по экономическому росту, если не ведущая, не первая. Через очень короткое время население Индии будет самым крупным населением любой страны, отдельно взятой в мире. Индия обладает огромным дипломатическим опытом урегулирования целого ряда проблем. Индия имеет авторитет, репутацию в своем регионе, участник целого ряда интеграционных структур и в Южной Азии, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. И, конечно, Индия активнейшим образом участвует в работе Организации Объединенных Наций. То есть, понимаете, естественным образом Индия является одной из тех стран, которые, очевидно, просто претендуют, а составляют собой суть формирующегося многополярного мира в качестве одного из его важнейших полюсов. То же самое мы говорим о Бразилии, когда заходит речь о том, как отразить многополярность в рамках реформированного Совета Безопасности. Но, раз уж я об этом упомянул, Индия и Бразилия последние долгие годы продвигают свои заявки на вступление в Совбез. Это тоже, как я уже сказал, проявление тенденции многополярности. Вместе с Японией и Германией. Такая у вас четверка, G4. Мы видим, какую добавленную стоимость принесет Индия в Совет Безопасности, зная ваши позиции по глобальным и региональным проблемам. Мы видим, какую добавленную стоимость Бразилия принесет в Совет Безопасности. Мы не видим никакой добавленной стоимости в случае, если вдруг Германия и Япония тоже станут постоянными членами этого органа.
последние годы, долгие годы, мы, во-первых, не наблюдаем какого-либо отличия позиции этих двух стран от позиции Соединенных Штатов и НАТО. Что плохо слышно. Ну и во-вторых, конечно, японцы категорически отказываются признать итоги Второй мировой войны, на итогах зиждется Организация Объединенных Наций. И Устав Объединенных Наций в статье 101 очень четко фиксирует, что все решения, принятые державой победительницей, признаются всеми остальными членами ООН. Япония вступила в ООН, Япония ратифицировала устав, Япония нарушает одно из ключевых положений устава. А Германия вроде бы в какое-то время назад признала итоги Второй мировой войны, принесла извинения, но то, что сейчас в Германии возрождается весьма специфическая форма превосходства, если хотите, весьма специфическая форма расизма, если вы посмотрите, как культивируется русофобия, это, конечно, настораживает. Ну, так практически во всей Европе, за редчайшим исключением, но с Германией спрос особый. И задолго до нынешних событий, уже где-то года 3-4, наверное, в наших контактах с немецкими дипломатами, с немецкими политиками, мы фиксировали очень интересный, как сейчас принято говорить, месседж, который нам направлялся в разных форматах, в разных беседах. Слова не буду цитировать, но смысл этого месседжа заключается в том, что мы, немцы, со всеми давно за все расплатились. Мы больше никому ничего не должны. И вроде бы, наверное, когда-то на каком-то этапе любые долги отдаются и начинается новая жизнь, но есть основания полагать, что вот за такой логикой скрывается в том числе и нежелание подавлять проявление неонацизма и в своей стране, но особенно в Прибалтике, на Украине, где Берлин, по сути дела, потворствует неонацистским тенденциям, пещерной русофобии и многим другим совершенно неприемлемым явлениям. Но это как бы в добавлении к тому, что критерии членства в Совете Безопасности для нас – это обязательно свой взгляд на мир и способность быть самостоятельным, а не послушно следовать той линии, которую тебе из-за океана продиктуют. Как это было, когда приказали Германии забыть про Северный поток-2, они даже не стали возражать. Вот. Когда сейчас разрушили оба Северных потока, вот интересно, если сопоставлять события, сегодня я прочел, что британский премьер и президент Байден подписали некое соглашение о обеспечении энергетической безопасности друг друга, где все вот опирается на поставки, прежде всего, американских энергоносителей. Но показательно, что да, и что там гарантируется, что США и Великобритания будут поставлять свои энергоресурсы Европейскому Союзу. Ну, так удачно совпало. Северные потоки разрушили, российский газ перекрыли, и вот через некоторое время, через пару недель договорились снабжать Европу дорогим, очень дорогим американским сжиженным природным газом. И опять-таки вот в Германии нет никакого желания отстоять свое место законно. Германия всегда была вместе с Францией такими драйверами Европейского Союза. Я вот приводил пример, как Европейский Союз был унижен неоднократно в ходе провала его многих инициатив и по Украине, и по
к диалогу Приштины с Белградом. В июне 2021 года состоялся саммит Путина и Байдена в Женеве, после чего Макрон и Меркель, которые тогда была канцлером, они сказали, давайте вот мы тоже проведем саммит Евросоюз, Россия, Германия и Франция. Это так, в общем-то, это серьезное предложение. А им запретили этот саммит проводить. Запретили новобранцев из Прибалтики, прежде всего, из Польши, которых брали в НАТО и в Евросоюз. А нам говорили в тот период, когда их даже, несмотря на то, что они критерии не удовлетворяли, втаскивали и в НАТО, и в Евросоюз, нам говорили, вы не беспокойтесь. А у них сейчас, в этих прибалтийских странах, сохраняются фобии в отношении России, постсоветский синдром. Вот они станут членами НАТО и Евросоюза, будут себя ощущать в безопасности и успокоятся. Произошло это? Нет, это не произошло. Они не только не успокоились, они не дают Евросоюзу вырабатывать какую-то линию, которая будет отвечать национальным интересам стран Евросоюза. Они навязывают заокеанскую повестку дня, абсолютно русофобскую. Работают на то, что первый генсек НАТО, лорд Эсмей, в свое время произнес в 1947 что ли, что НАТО должно выполнять функцию обеспечивать присутствие Америки в Европе, держать Россию вне Европы, а Германию под контролем. Сейчас Соединенные Штаты в Европе, это уже всем очевидно, вопреки всем обещаниям, договоренностям, боевые подразделения, ударные вооружения прямо на наших границах. Германия, вернее Россию вытолкнуть из Европы. Они этим активно занимаются, они разрушили отношения России с НАТО, что бы там Столтенберг не говорил, это не мы хлопнули дверь, это он выгнал всех наших сотрудников из Брюсселя, там было бессмысленно оставаться пятерым, что ли. И третий компонент – держать Германию под контролем. Ну, здесь план перевыполнен, уже весь Евросоюз, вся Европа под контролем Соединенных Штатов. Так что логика осталась та же самая. И попытка робкая Франции и Германии, она все более и более робкой становится. Эта попытка возобновить диалог просто пресекается теми, кто проводит линию Вашингтона. Я далеко ушел от критериев многополярности, но, конечно, мы бы хотели, чтобы Евросоюз, у него для этого есть, пока еще сохраняются все возможности, был одним из полюсов нового многополярного мира. Но оснований для этого у Индии, Бразилии, стран Персидского залива, региональных объединений в Африке и Латинской Америке, оснований для того, чтобы быть частью многополярного мира, такой равноправной частью, больше, чем у Евросоюза. Евросоюз сможет равноправно участвовать в этих процессах, а когда поймет, что ему не обязательно на 100% говорить, слушаясь Соединенным Штатам, что у него есть собственные интересы. Такие голоса пробиваются. Я не пытаюсь, сейчас поймите меня правильно, я не пытаюсь стимулировать какие-то разделительные линии вбивать. Но то, что в Европе есть интересы, которые не совпадают с интересами США, это очевидно. То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт. По крайней мере, итоги либо отсутствие таковых визита президента Макрона в Вашингтон подкрепляют меня в этом мнении. Спасибо. Прошу вас. Спасибо большое, господин министр. Вы очень хорошо провели такую панораму о международной политике, и это, само собой, тенденции
мудрецов, которые положил господин Примаков, это очень хорошо для международной политики. Я перейду сразу к вопросу, и это не о международной политике. Я Али Аль-Ахмед, эксперт из Сирии. Я буду говорить о Сирии, потому что это ваш союзник, это давнейший друг России. У нас, господин министр, вы очень хорошо знаете, что очень много выпускников Советского Союза и России. И спасибо двум институтам, это Институт ИБИМО и Институт Востоковедения, их эксперты приезжают в Сирию, чтобы посмотреть, какое на самом деле реальное положение в Сирии. Реальное положение не то, что о большой политике, а реальное положение, какой потенциал есть в Сирии. И какой потенциал, положительный потенциал. Вот я знаю, что их вывод на самом деле очень большой потенциал, тем более в мелкого бизнеса. И это может быть очень хорошей поддержкой для отношений с Россией, с одной стороны. С другой стороны, этот потенциал, к сожалению, его используют некоторые другие страны. Мы говорим о Египте, о Турции, о Германии. А на самом деле, может быть, это очень полезно тоже будет для России, потому что мелкий бизнес, на самом деле, он очень развитой в Сирии. И он и индустриально, и сельскохозяйственно, и во всех отраслях. Мой прямой вопрос. Мы надеемся на вот этот маленький толчок, потому что ваши эксперты, у них, на мой взгляд, такое мнение. Спасибо большое. Но это не вопрос, это надежда, как я понимаю. Вот. Но я с вами полностью согласен, что Сирия, к сожалению, остается жертвой геополитических игр. Как началось это все в 2011 году с так называемой арабской весны, так и американцы, и ведущие европейские страны, в отличие от 2003 года, когда Франция и Германия выступили против агрессии в Ираке, арабская весна даже во многом была движима Европой. А американцы, как тогда Обама говорил, мы как бы сзади, руководим сзади. Тогда французы активнейшим образом, скажем, участвовали в ливийской агрессии, агрессивной авантюре. Но по Сирии, помните, Тунис, потом Сирия, Ливия, ряд других, там, Египет, конечно же, когда господин Хосни Мубарак был предан своими союзниками, с которыми он десятилетий решал вопросы стабильности в этом регионе, это было весьма показательно. Но с тех пор уже удивление прошло, так же как бросили афганское руководство за полчаса, оставили на произвол судьбы, но и многих других из тех, кто связывал свою политическую карьеру, да и связывал будущее своего государства с Соединенными Штатами Америки. Уроки извлекаются, но пока еще не все. Сейчас есть новая волна таких же вот обхаживаний и попыток убедить, что вот давайте с нами, вот мы вам все компенсируем, вы не пострадаете, только вот к санкциям присоединяйтесь, ну и вперед. Вот Сирия, там находятся вооруженные силы третьих стран, в том числе те, которые пригласило сирийское руководство, и те, которых никто не приглашал. Учитывая особое отношение, историю отношений между Турцией и Сирией, мы еще вот несколько лет назад, и учитывая иранское влияние в Сирии в условиях, когда Лига арабских государств исключила Сирию из своих рядов и отказывалась до сих пор признать свою ошибку, мы были убеждены, что те, кто реально влияет на обстановку на земле, должны объединиться и разговаривать
с президентом Асадом и с его правительством. Как образовалась Астанинская тройка: Россия, Турция, Иран. При всей специфике отношения Дамаска к турецкому присутствию, это присутствие и создание Астанинской тройки было воспринято как отражение реальности, как отражение необходимости вести предметный диалог. И такие договоренности в этой тройке достигались в разных конфигурациях, в том числе между Россией и Турцией, согласие сирийского правительства, в частности, имею в виду договоренности по зонам деэскалации, которые были реализованы достаточно оперативно. Сейчас остается уже, правда, длительное время одна зона, Идлибская зона деэскалации, по которой есть у нас конкретные договоренности президентов России и Турции касательно отмежевания от тех террористов, которые там присутствуют, Яков и Рашаны, производные от этой структуры. И договоренность заключается в том, чтобы их отмежевать от нормальных оппозиционеров, которые готовы к диалогу с правительством. Хотя с террористами диалога быть не может. Там же есть договоренность о разблокировании трассы М4 в атаке Алеппо, там же есть договоренность о совместном патрулировании и целый ряд других конкретных военных вещей. Пока не выполняется эта договоренность полностью, об этом недавно мы говорили публично, и признают это турецкие наши коллеги, но, правда, заверяют, что трудности будут преодолены, а в свою очередь они больше вспоминают о договоренностях, опять же, на уровне наших президентов касательно северо-востока Сирии, где активно обосновываются курдские структуры, сирийские демократические силы, YPG, как бы их там ни называли, мы понимаем, о чем идет речь. Это структуры, которые рассматриваются турками как враждебные. Даже некоторые из них обозначены как террористические в Турецкой Республике. Но эти структуры объединяют то, что они пользуются покровительством Соединенных Штатов через незаконное пребывание американских войск прежде всего на восточном берегу реки Ефрат, где таким многолетним обещанием сохраняется нелегитимная зона Аттанф, 50 километров в радиусе, внутри которой никто не знает, что происходит, но по нашим данным там, в общем-то, себя прекрасно чувствуют террористы. Так же, как и в лагере Рубан, и в лагере Тель-Холь, откуда недавно опять были вылазки террористической направленности. Турцию это тоже тревожит, что американцы буквально там культивируют сепаратизм курдов. Это тревожит и другие страны, на чьей территории есть курдские меньшинства. Потому что курдская проблема, она очень взрывоопасна. Именно поэтому мы одной из главных тем нашего диалога с Дамаском делаем идею диалога между курдами и Сирийской Арабской Республикой с тем, чтобы курды осознали необходимость отказаться от провокационных заходов сепаратистского толка и договаривались о том, как им жить, продолжать жить в одном государстве, где они всегда жили, в глубоких соранах с другими национальностями в Сирийской Арабской Республике. Но американцы их отговаривают. Американцы заинтересованы, как, знаете, они говорят, мы не заинтересованы в развале России. На самом деле заинтересованы. И они иногда проговаривают с официальными лицами о том, что надо ослабить Россию. А также они заинтересованы в обособлении курдов вплоть до создания независимого государства. Это их давние линии, разделяя власть, англосаксонская такая логика. И они всячески отговаривают курдов, руководителей сирийских сил демократической Сирии, от того, чтобы они всерьез пошли на диалог с Дамаском. Но, к сожалению, эти курдские структуры,
они все вот рассчитывают, что американцы это надежные партнеры. То есть помню про судьбу Хосни Мубарака, про судьбу афганского правительства не так давно. Решать им, конечно, но мы будем жестко добиваться того, чтобы никаких поползновений на территориальную целостность Сирии не было. И это, кстати сказать, позиция Астаминской тройки. Совсем недавно она была в очередном заявлении, по итогам очередной Астаминской встречи подтверждена. И в контексте вот этих пониманий, этих договоренностей мы заинтересованы в том, чтобы на основе сохраняющего свою силу Аданского соглашения между Турцией и Сирией эти две страны через возобновление диалога, вот и к этому сейчас созревают посылки, решали конкретные вопросы обеспечения безопасности на границе с учетом законных озабоченностей Турции, которые сирийское руководство и при Хафизе Асаде признавало и сейчас признает. Молодец, пожалуйста. А сейчас который же? Ну, еще полчаса столько. Сергей Викторович, добрый день. Сухов Николай, ММО, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований. Вопрос вдогонку за доктором Али. Какая судьба будет у Конституционного комитета? Есть ли надежда на то, что пауза завершится и он возобновит свою работу? И что для этого надо сделать сейчас? И второй вопрос касательно Ближнего Востока в целом. Нет ли риска, что вот эта конфронтация между Россией и Западом в том числе перекинется на Ближний Восток? Что еще второй сейчас? Второй, первое – это Конституционный комитет. Второе – Ближний Восток как арена для конфронтации между Россией и Западом. Потому что пока все сконцентрировано на Восточной Европе, есть ли риск вообще Насчет Конституционного комитета мы стояли вместе с турками и иранцами, и, конечно же, сирийским правительством и сирийскими оппозиционерами. У истоков этого органа мы провели в январе 2019 года Конгресс сирийского национального диалога в Сочи. Ваш покойный слуга со своими коллегами лично занимался подготовкой окончательной декларации. Там участвовал спецпосланник генсекретаря ООН, тогда это был господин Мустафа Дамистура. И именно тогда родилась инициатива создания Конституционного комитета, поэтому мы, безусловно, привержены этому формату, который Запад пытается дискредитировать, заявляя, что правительство или проправительственные делегации, как ее называют, все блокирует, тормозит, не хочет договоренностей. Но на самом деле, конечно, чтобы обе стороны сирийские, представленные в Конституционном комитете, стремились к компромиссам, и мы этому способствуем, в том числе отмечаем соответствующие предложения, которые вносились делегацией Дамаска, и отмечаем те дополнительные шаги, которые были сделаны сирийским руководством для создания более благоприятных условий для укрепления доверия, имея в виду и существенную амнистию, которую президент Асад объявил весной этого года. Запад пытается концепцию Конституционного комитета содержательно переработать. И вместо прямых переговоров и достижения договоренности по соответствующим конституционным вопросам, он сейчас продвигает, эту инициативу выдвинул нынешний спецпосланник Гер Педерсон, подход, который они называют шаг на шаг. То есть вот пускай что-нибудь сделает Дамаск, а мы уж там как бы обеспечим, чтобы оппозиция тоже что-то сделала навстречу, да и сам Запад будет готов где-то санкции смягчать и так далее. Ну вот президент Асад сделал очень существенный шаг, объявил амнистию, люди вышли на свободу, там решаются вопросы их дальнейшей как бы жизнедеятельности. А вот мы спрашиваем
Педерсона и западных коллег. Вот он, пожалуйста, он сделал шаг без каких-либо условий. Где ответ? Ответа нет. Так что мы будем неизбежно сталкиваться с тем, что достижение справедливой договоренности будет всячески затрудняться. В этом же ключе работает созданная в пику астанинскому формату так называемая малая группа по Сирии. Сейчас какие-то дополнительные механизмы пытаются создать. Я думаю, что это просто для того, чтобы отвлечь внимание Комиссионного комитета, распылить усилия. Ну, такая тактика применяется. Но помимо вот этой сущностной задачи достичь все-таки единого подхода к рассмотрению конституционных вопросов, есть еще и логистические проблемы, которые связаны с тем, что Швейцария присоединилась, где всегда проходили заседания Конституционного комитета, она присоединилась к российским санкциям, тем самым подорвав полностью, бесповоротно свой нейтральный статус, подорвав свой имидж как нейтральной страны, на территории которой всем было комфортно собираться и обсуждать российско-американские стратегические вопросы, выполнение договора об СНВ в том числе. Было комфортно встречаться, обсуждать в рамках женевских дискуссий вокруг Закавказья с участием Грузии и Южной Осетии, Абхазии и стран, организаций, которые помогают в этом процессе. Также было комфортно встречаться и в Конституционном комитете. Мы не можем направлять нашу делегацию на заседание Конституционного комитета на условиях, которые будут дискриминационны. Сейчас нет прямого воздушного сообщения. Швейцарцы поначалу требовали, чтобы наши дипломаты обращались за визой, нарушение имевшихся процедур безвизового передвижения для обладателей дипломатических паспортов. Но и многое другое, чисто логистическое. Мы в ответ на просьбу ООН сказали, что мы готовы собираться в любом другом месте, куда можно прибыть, не подвергаясь каким-то дополнительным дискриминационным требованиям. Либо, если уж так нас ООНовцы просят остаться в Женеве, нам швейцарские власти должны дать на бумаге юридические гарантии того, что ни по выдаче виз, ни по пролету самолета с нашей делегацией не будут возникать никакие проблемы. Они нам сказали, что мы можем гарантировать свободу перемещения вашего воздушного судна в швейцарском воздушном пространстве, но чтобы попасть в Швейцарию, нужно пересечь воздушные пространства тех или иных европейских стран. Мы им ответили, что это ваша проблема. Договоритесь с этими странами, если вы хотите сохранить Женеву как место проведения заседания Конституционного комитета. Насчет Ближнего Востока и нет ли здесь такого медозаметного действия в отношениях России с Западом, но никогда у нас и не было безоблачно на Ближнем Востоке, в том, что касается политики Запада и политики Российской Федерации. Мы видели, предупреждали о том, насколько взрывоопасен потенциал этой арабской весны. Это вот эта квинтэссенция того, что хочет Запад в регионе. Начиная от того, чтобы там не было самостоятельных игроков, каковыми были и Саддам Хусейн, конечно, и Каддафи. Да, это были страны, которые сейчас вот принято называть автократиями, тогда еще даже диктаторами называли. Но да, эти диктаторы где-то зажимали какие-то правозащитные свободы. Да, наверное, там были вещи, которые не соответствуют пониманию прав человека, но это были единичные случаи. Ни там не было сотен и сотен тысяч мирных граждан, которых убили во время агрессивных авантюр. Конечно, это в Афганистане, и Ирак, и Ливия были благополучными странами. Да, там, наверное, было
не так много свобод, особенно в том понимании, как свобода сейчас трактуется в Европе и в Соединенных Штатах, как они пытались тоже трактовать в Катаре на чемпионате мира. Но там никогда не было проблем социально-экономического характера. Там люди жили зажиточно. В Ливии вообще население было одним из наиболее обеспеченных в Африке. Бесплатное образование, бензин там 2 копейки стоил. Образование можно было за границей получать. Вот просто не понравился тогда. Сначала не понравился Саддам Хусейн, и с этой вот пробиркой, с белым порошком начали то, за что потом уже Тони Блэр даже извинился. Ну, извинения дело не пришлешь, а страна разрушена до сих пор. Не так там плохо, как в Ливии, с государственными структурами, но ситуация с Иракским Курдистаном там далеко не разрулена, да и на арабских землях сунниты и шииты тоже пока еще свои противоречия не преодолели. Вспомните, когда американцы вторглись в Ирак в 2003 году, там уже в мае на борту авианосца Джордж Буш объявил, что все, в Ираке установлена демократия. 2003 год, радовались, праздновали, где мы сейчас. А потом назначили генерал-губернатором военным Полом Брегером в Ираке, который тут же первым делом распустил все структуры партии Баас, в основе которой стояли сунниты. И армию, и полицию, все, что хотите. И тут же эти баасовские сунниты, бывшие военнослужащие, оказались без работы. И костяк ИГИЛ составили бывшие офицеры армии Саддама Хусейна. Просто потому, что их американцы бездумно, преступно выбросили из любых позиций, где можно было зарабатывать на существование. И никто за это ничего не отвечает. В Ливии, помните, были разговоры, что просто Каддафи как-то слишком много о себе воображал, стал говорить, что он лидер всего африканского континента. Ну и потом кто-то там где-то из журналистов выяснил, что он помогал президентской кампании во Франции, одному из кандидатов. И дополнительный интерес заключался в том, чтобы эти факты не были достоянием общественности. А много чего интересного, понимаете, и Россия, если и Советский Союз никогда подобным ничем не занимались. Да, мы развивали отношения, стремились создавать военные связи, поставляли оружие, где-то создавали то, что можно назвать военными, военно-морскими базами, обучали офицеров и судей. Но мы никогда не подталкивали наших партнеров на Ближнем Востоке к тому, чтобы они на кого-то нападали. Мы все это делали для того, чтобы помочь нашим друзьям и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в других регионах защитить себя от возможных агрессивных действий со стороны. Но мы по-прежнему готовы работать с Западом на ближневосточном направлении. Не мы заморозили квартет последних России, США, Евросоюз, ООН, который занимался с одобрения Совета Безопасности в качестве единственного легитимного посреднического органа Палестино-Израильской политики. Американцы хотят заниматься этим сами. Причем хотят заниматься этим на основах, которые будут кардинально отличаться от одобренных ООН принципов. Таковыми являются двухгосударственные решения, столицы Восточного Иерусалима, палестинского государства, возвращение беженцев, прекращение поселенческой активности и много-много другого.